Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, ближайшие дни. Давайте узнаем с вами, что же произойдет со дня на день. А я вас хочу пригласить на свой сайт, прочитать астрологический прогноз, гороскоп на сентябрь. Сложными энергиями будет наполнен сентябрь. И первые моменты — это у нас много работы будет, это хорошо. А для тех, кто ищет работу, обязательно будет возможность как найти эту работу или заработать каким-то альтернативным вариантом. Может быть, вы рассмотрите дополнительные источники дохода. И второй момент, или наоборот, я бы сказала, первый — проработка наших уязвимостей. Это то, о чем мы не скажем никому, но где-то вот этот триггер, который глубоко в нашей душе присутствует, он нас уже начинает сдерживать, превращая жизнь в оковы, мои дорогие. Вот такой вот тонкий нюанс. Но давайте мы с вами рассмотрим. Если мы говорим события ближайших дней, вот как раз про события нам расскажут карты пасьянса. Я не ставлю специальных ограничений, потому что у кого-то это пару дней, да, тут у нас жизнь уж очень турбулентной становится, и дальше будет веселее, я должна сказать. Ожидать, по крайней мере, что завтра это все закончится, нет, все только начинается. И 2026 год то же самое, поэтому настроиться на такой долгий промежуток времени, поэтому, ну, меняться как будто придется. А кто-то пишет: а у меня вообще ничего не совпало. Ну, и такое может быть, почему нет? Будем реалистами, мои дорогие. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Мы все живем под одним небом, но видим разные горизонты. И вторая колода — это у нас Таро снов, который прорисовал, на мой взгляд, очень талантливый художник Чиро Маркетти. Знаток символов, кстати. Очень глубокий такой знаток. Ладно, смотрим, что же там для стрельцов. Смотрю я, смотрите и вы. Что нам будут показывать маленькие карты с рандомной выдачей. Никогда не знаешь, что тут совпадет. И вот смотрите, первое совпадение. Открытая книга. Это учреждение. Может быть, для кого-то вот как раз работы, вопросы, которые будут связаны с беседами. Часто, когда выпадает книга, это мы либо с чиновниками говорим, либо с какими-то руководителями, представителями мира сего, но я имею в виду, может быть, и структур каких-то. Но мы можем решать самые разные вопросы. К примеру, по жилищу-то ведь тоже. Но у каждого свои задачи, свои приоритеты. Но где-то приготовьтесь, может быть, и вы как раз будете строить карьеру. Или придете к выводу, что нет, пора как будто этим заняться. Так, смотрим, что еще. Идем дальше, пока не вижу совпадений. Ну да. Сердце, мои дорогие. Это и вы можете добиваться чьего-либо сердца, или вас кто-то может добиваться. Любовь просто, да? Конечно, это значение будет говорить в целом о том, что в сердце живет любовь. Это может быть любовь к близким, любовь к детям, любовь ко всему живому, любовь к жизни, мои дорогие. Хорошее настроение, как будто это точно, но все-таки любовь. И у кого-то может быть и важное знакомство. Смотрите, у вас выпадает крест и любовь. Особенно если вы один или одна. Будьте внимательны. Вы можете встретить где угодно. Нам ведь жизнь не рассказывает, где нам обустроить встречу, правда? Но если мы настроены или антенны свои настроим на знакомство новое, или когда мы позволяем людям войти в нашу жизнь, и при этом мы не превращаем это сразу в какую-то догму или не пытаемся какой-то долгостроящий проект выстраивать вот буквально с первых шагов. Позволяем быть себе любопытными, легкими на подъем, то тогда, мои дорогие, эти отношения будут развиваться. Я, по крайней мере, так вижу. Более того, смотрите, у вас тут, правда, какие-то перемены могут быть, потому что часы — это добрые перемены. И у кого-то будет взаимосвязь, именно личная жизнь выступает на первый план. Есть и дела работы,
дела, у кого-то это обучение, или еще какие-то согласования, документы. Вот это вот все идет по книге. А у кого-то вопросы личной жизни, любви. Может быть, и место вашего проживания, там, где вы находитесь, такое тоже не исключаю. Но будьте внимательны. Маска. Это есть какая-то персона, которая сама по себе, ну, как в тени остается. Это, знаете, будет где-то подсказка и для вас. Держите маску буквально за пазухой, потому что люди вам не будут рассказывать все то, что на самом деле, ну, может быть, или планируют, или каким образом взаимодействие с вами они планируют, опять же, развивать, или к чему вот они ведут какую-то канву, да. Поэтому и вам где-то открытой книгой точно не стоит быть. Это могут быть, если мы говорим о лести, да, или маска, значит, уже есть какая-то такая нечестная вибрация, назовем так. Ну, нам здесь могут наоборот льстить, правда, и будет важно не замечтаться, нам ведь всегда это приятно слышать. А другой человек, наоборот, выражает, может быть, и не очень тактично свои мысли, но тем не менее он говорит правду. Камни за пазухой не держит. Видимо, вам в подобных взаимоотношениях придется разбираться. А если и новые люди входят в вашу жизнь, не торопитесь делать выводы, мои дорогие стрельцы. Вы можете, вот, кстати, у вас совпадает череп. Это не есть какая-то проблема материальная, все-таки череп, да? Но это наши внутренние переживания. Но я говорила еще до карт. Период сам по себе сентября, он связан с этими энергиями. Что-то мы должны переосмыслить. И это не пустое размышление или глубокая философия. Нет, нам жизнь дает подсказки, что не будет продолжено. Вот будьте к этому тоже моменту внимательны. Итак, что у вас еще совпало? Ведь в нашем пассиансе мы можем в крайних рядах карты тоже складывать, да? Вот я проверяю. Вы знаете, у кого-то именно переживание сомнения. Вот смотрите, выпадает месяц. Может быть, это и есть какая-то новая стратегия, тактика лично ваша. Месяц – это как вторая луна. Когда, если вспоминаете карты Таро, особенно классические колоды, две башни, и возле одной волки, с другой шакал, да, ну или в одиночном варианте. И мы можем думать, что мы стоим перед выбором. Но именно в данный момент нам не столько выбирать, может быть, выборы есть. Карта подсказывает, подожди, ты тут не торопись как раз. С вынесением вердиктов, с какими-то обещаниями, участием в том или ином вопросе. Потому что выглянет солнце, все встанет на свои места. Вот, мои дорогие, есть вопросы, в которых вам не нужно торопиться. Как бы вы тут не убыстряли, не педалировали ситуацию, но есть еще что-то, на что вы, с одной стороны, и не влияете, а с другой стороны, вот существует какой-то пункт в вашей жизни, когда вы себе можете сказать четко, а вот теперь пора. Поэтому, может быть, спрашивайте у себя, а пора ли сейчас? И вот этот месяц, когда нам, опять же, не выбирать, а как будто между нужно пройти вот этих двух колонн, которые, ну, если мы перекладываем на карты Таро. Все же мы о картах с вами говорим, правда? Так, не нашла я больше совпадений, не вижу. Мы с вами идем вперед. И первый вопрос, который мы зададим Таро снов. Ваше настроение, общий фон энергии. Что для вас, мои дорогие стрельцы? Нулевой аркан. Вы можете чувствовать и неуверенность, вот так. И где-то, может быть, вам вот эту маску, обратите внимание, у вас совпала маска. И именно в нулевом аркане Чаромаркетти изобразил глаза за маской. И наш шут, он как будто бестелесный. Есть очертания. Вот где-то по луне или по месяцу это то же самое. Есть образы, есть очертания. Конкретики никакой. Поэтому здесь позвольте тем процессам, которых, возможно, вы не видите. Они инициировали не вами. Может быть, это где-то даже на более глобальном уровне. Или у кого-то по работе, но значит, вам ведь тоже не доложат, что там руководство видит наперед и какие
стратегии собирается принимать. Поэтому было бы бессмысленным и, может быть, даже для себя, ну, если не опасным, то во вред, если мы куда-то поторопимся, правда? Тут ведь нулевой аркан и призывает нас к некоторой осторожности. Настроение будет шикарным, захочется путешествовать кому-то. Знаете, вот это прямо жажда, любопытство к жизни, когда хочется не к соседу, именно к жизни, когда хочется, ну, разнообразить вот свою жизнь, раскрасить ее разными красками, или перед собой, может быть, поставить какие-то новые перспективы. Вообще, силы сами по себе, душевные, физические, они тут тоже на уровне находятся. Но опять же, маска. Мы наблюдаем. А если мы так углубимся, да, этимология слова «маска» и туда, к латыни, да, откуда берет начало, то это обозначает персона, мои дорогие. Вот к каким-то персонам вам нужно быть пока внимательным. Но если мы говорим о настроении, то шикарное настроение, хорошее настроение, такое, знаете, оптимистичное. Но не время вердиктов. Нам бабочку изобразила, кстати, в колодах Чаромаркете очень часто бабочка изображается. Что это? Это как в физике, эффект бабочки. Наверняка вы слышали. Это те вибрации, которые, казалось бы, что там бабочка? Вот те вибрации, которые, возможно, где-то на другом конце континента. Бабочка создает своими крыльями вот эти вибрации. В том или ином виде, мере они доходят до нас. И если даже, может быть, у кого-то более глобальные планы, но вы можете, ну, как-то и сами осознавать, и понимать, что общемировая какая-то атмосфера, она тоже влияет на то, чтобы согласовать некоторые документы или куда-то отправиться, осуществить задуманное. Ну, вот есть какой-то такой момент, но это все на уровне ощущений. Ну, иногда у нас сейчас период такой, мои дорогие стрельцы, что наше подсознание, оно будет давать больше подсказки. И это не самокопание. Это именно вот доверие самому себе. Я должна сказать еще и такой момент, что не все мы сейчас можем осмыслить логикой. Ладно, так что же прояснится, давайте узнаем. В ближайшие дни. Аркан сила. В чем ваша буквальная сила? В чем ваше преимущество? Что вы будете продолжать? С кем вы готовы договариваться? А какие отношения вы будете сводить к нулю? У кого-то страстная любовь, мои дорогие. Да, это в основном карта женской силы. Даже Чаромаркете именно девушку нам изображает. Поэтому, мои дорогие девочки, это вы можете быть очень притягательны для противоположного пола. А для вас, мои дорогие мужчины, это есть интересная особа, может быть, и любимая особа, которая буквально тянет как магнитом. Но это будет, скорее всего, очень сильная женщина. Причем она не будет этого демонстрировать. Вам даже может показаться, что она воспринимает этот мир больше с позиции чувств. А на самом деле внутри кремень. Поэтому не пытайтесь переделать под себя. Из этого ничего не получится. Лучше продолжать какое-то сотрудничество, общение. Но и для вас-то, даже если меня смотрят мужчины, для вас всех, мои дорогие, эта карта такой, знаете, дипломатия в высокой октаве, потому что здесь нам тигр изображен, чаще лев бывает, да, это прообраз нашего эго, это внутренняя энергия, когда мы именно хотим поступить по-своему. И это все то, что я уже говорила себе, не навредить. Хорошо, дела, работа, бизнес, достижения, документы. Император. Я начала уже с позиции книга. И, в принципе, император добавляет все то, что я уже сказала, как усиливает это значение. Это властная структура, это закон, это порядок. Но есть один такой маленький нюанс. Часто я повторяю об этом, потому что хорошо передает смысл этой карты. По императору, да, это жизненная сила, активность, но вопрос, куда ее применить, это раз. И второй момент, по императору мы говорим, есть два мнения, мое и неправильное. Если подходить с этой позиции, то у нас ничего не получится. Смотрите, мои дорогие стрельцы, 3 старших аркана. На вас влияют внешние события, люди, с которыми вы контактируете. Кто пытается, может быть, выйти, уйти из вашей жизни, или, может быть, это состоялось, а вы еще где-то там
мыслями в прошлом. Здесь именно сама обстановка. И поэтому люди встречаются, пусть даже какие-то, ну, небольшие контакты, начальные контакты. Просто знайте, что зачем-то в вашу жизнь приходит человек. А если это опять же происходит, когда, ну, вот как что-то завершается, не пытайтесь удерживать силой. В сентябре мы много раз столкнемся с тем, что нам придется принять то, что не может быть продолжено. Но будьте мудрыми императорами, потому что если мы говорим так, вот настаивать на своем, то будет минус. А если мы готовы корректировать планы мелкие для того, чтобы остальная цель была достигнута, мы автоматически становимся и сильнее, и большими дипломатами. Но вообще, конечно, наше эго где-то может нам только помешать, когда мы вот настаиваем на своем, и именно из-за этого, ну, можем какую-то создать конфронтацию. А посмотрите, какие возможности. Ладно, личная жизнь, давайте узнаем. Может быть и выбор. Почему нет? Вверху аркан сила. Сила выбора. Может быть, по этой карте нам девушка показана, она как будто замучилась от того, что она никак не может решить какой-то вопрос. Но вам, видимо, придется, с одной стороны, знак весов, поэтому баланс, но это, знаете, тот баланс, а у нас сейчас Марс в весах. Это опять же Марс, это вот и есть император. Или это знак зодиака Овен. Все логично. Поэтому этот баланс мы должны, знаете, как использовать для себя, услышать, чего же мы на самом деле хотим. Не наша какая-то привычка, догма, хочет, да, или желает, или настоять даже, да, на своем. А нет, вот чего просит душа. И голосок души, нашей мудрости, он очень тихий. И часто выхолощенные конструкции ума заглушают это чувство. Вот вам уже где-то, кстати, это проходит и по месяцу, или по луне мы говорим. Поэтому слушайте, учитесь слушать свою интуицию. Но в личной жизни я тут вижу какой-то выбор. А выбор делаете вы сами. Давайте мы тогда узнаем последний вопрос наш. Финансы. Дворец кубков. Ну, правда, личная жизнь. Тем не менее, дворец, нет таких карт ни в одной колоде. Чаромаркете изображает дворец чувств. Где мы находимся? Вот вы можете как во власти чувств. Но, мои дорогие, карта холодная. Чувства и эмоции, понимаете, это разные вещи. Чувства больше относятся или ощущения. То, что связано с интеллектом. И это где-то и обозначает интуицию. А сознание и эмоции – это единый шаблон. Сознание, иными словами, это наша привычка. Или наши прежние взгляды, наши шаблоны. И в связи с этими шаблонами, взглядами, с чем-то устоявшимся, это то, что мы, как вот мы эмоционально это воспринимаем. Так вот, нет никаких эмоций. Какие-то вопросы по части финансов вам нужно будет решать очень так иррационально и, как, знаете, холодной головой. Не примешивайте туда эмоций, что делает очень часто жизнь нашу путанной. Ну, может быть, у кого-то из вас иногда дворец кубков может олицетворять вопросы, связанные с жилищем. Может быть, и вы будете, мои дорогие, определяться и еще и одновременно по части вашего окружения, может быть, ближайшего. Здесь вот есть и дом, и деньги, вот как бы два направления. И опять же, посмотрите, за исключением вот этого выбора двойки мечей, все старшие арканы, и плюс даже их всего-то 4 карты, а вам она выпадает, 4 карты дворца. И я все-таки хочу узнать, а что это такое, что это за выбор? Какой выбор стоит перед стрельцами? Что это для вас означает с дня на день? Снова мы говорим про маски, да? И вновь маска, вновь персоны. Конечно, это карта праздника, это карта приятных чувств. И, наверное, не замечтаться, нулевой аркан. Здесь все, знаете, по тройке кубков, конечно, это хорошее настроение и все остальное.
Но у кого-то это может быть, ведь мы смотрели на личную жизнь. У кого-то, мои дорогие, новое знакомство, и это как такое сильное чувство или такое страстное желание, когда вы можете даже оказаться перед выбором. И пусть у вас устоявшиеся отношения, но любовь идет под разными флагами, и вы будете, ну, как-то ощущать, что вам нужно делать выбор, потому что есть и то, что вам привычно, но есть и то, что вас как-то необыкновенно вдохновляет, то, что вас зовет вперед. Но и тут должен быть взаимный энергообмен, самое главное. Мы не должны замечтаться, потому что у кого-то любовные треугольники, они ведь тоже идут, вот этот выбор. Но у кого нет таких вот сложных перипетий, мои дорогие, здесь выбор тоже может быть через чувства где-то, да. Нам захочется чем-то вдохновиться и вот так вот, знаете, опрометью куда-то или устремиться, или, ну, где-то на эмоциях принять решение. Вот такое может быть. Много эмоций, причем приятных, но еще много вопросов. Вот примите это к сведению. И те вопросы, наверное, то, что я говорила, с первых карт. Вряд ли вот так вот быстро вы что-то или разберетесь в этом, или все расставите по местам. Вы зависите от людей, от внешних событий. Вам еще придется какую-то свою стратегию уложить в тезис, с чем вы будете согласны, четко будете продолжать, а от чего, может быть, и придется отказаться. Первые дни сентября, в течение сентября у нас как раз больше ясности наступает. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу спонсорскую помощь и поддержку моему творчеству, моему каналу. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.